Грандиозные мечты об улучшении человеческой расы больше не являются научной фантастикой. После того, как Кристиан Ангермайер испытал действие галлюциногенных грибов, он осознал свою личную миссию — помочь человечеству стать лучше. Пройдя через врата к Богу, открытые психоделиками, немецкий техномиллиардер решил направить остальную часть человечества по тому же пути. Сегодня его инвестиционный фонд не только продвигает использование подобных препаратов в качестве терапии психических расстройств, но и расширяет границы человеческого совершенствования в целом, то есть поддерживает методы, делающие людей сильнее, умнее и долговечнее. Он также внес пожертвование в размере $10 миллионов в призовой фонд за научные открытия, замедляющие старение, и помогает организовать соревнования под названием «Игры улучшенных», где спортсмены могут заработать $1 миллион за установление мирового рекорда с применением допинга, который обычно приводит к дисквалификации. Кто-то может счесть все это причудой, но Ангермайер далеко не единственный энтузиаст. Индустрия человеческого совершенствования, от носимых устройств для мониторинга здоровья до нейроимплантов, предназначенных для преодоления паралича, уже оценивается в $125 миллиардов и ежегодно растет более чем на 10%. Компании, занимающиеся продлением жизни, лишь одним из направлений этой сферы, привлекли почти $5 миллиардов венчурных инвестиций только за первую половину прошлого года. Инвесторов вдохновляет не только видение будущего, в котором старение отступает, а олимпийские подвиги силы, скорости и выносливости становятся обыденностью. Их воодушевляет также ощущение, что нынешние лидеры США открыты к подобному техноутопизму и могут способствовать его развитию. Может ли сочетание энтузиазма инвесторов и официальной поддержки проложить путь к методам, способным переопределить возможности человеческого тела и разума? Это нечто обыденное или безумное? Люди всегда стремились преодолеть ограничения, накладываемые биологией. Одежда и очки, не говоря уже о кардиостимуляторах и пластической хирургии — все это формы совершенствования. Однако идея улучшения человечества вызывает ассоциации с евгеникой и опасения по поводу шарлатанства. Проповедники этой индустрии порой звучат немного безумно. Илон Маск — основатель не только известных компаний вроде Tesla, но и фирмы по производству нейроимплантов Neuralink, говорит о наделении людей сверхспособностями. Брайан Джонсон, 47-летний техномиллиардер, считает, что его особый режим оздоровления может позволить ему жить вечно. Подобные заявления игнорируют множество научных неопределенностей, регуляторных барьеров и этических дилемм. Тем не менее, сторонники радикального совершенствования активно осваивают 3 основные категории вмешательств: биодобавки, генная терапия и нейроимпланты. Индустрия биодобавок сама по себе огромна. Ее годовой оборот составляет $485 миллиардов. Кроме того, энтузиасты используют некоторые рецептурные препараты не по назначению. Растительные экстракты, такие как женьшень, гинго и гриб-гребешок льва, применяются для улучшения когнитивных способностей. Никотинамид мононуклеотид, спермидин, креатинфосфат и для мужчин тестостерон. Все это используется в надежде замедлить старение или повысить умственные и физические способности. За подобными методами обычно стоит какая-то научная теория, но, как правило, не та строгая доказательная база, которая требуется для одобрения рецептурного препарата. Речь может идти о веществе, показавшем положительные результаты в исследованиях на животных, чаще всего на мышах, но не прошедшем испытания на людях. Или же оно предназначено для лечения конкретных заболеваний, но не было протестировано в том контексте, в котором его используют сторонники совершенствования. Возьмем, к примеру, тестостерон. Его регулярно назначают мужчинам с дефицитом гормона для повышения энергии, либидо и снижения тревожности. Роберт Кеннеди, новый министр здравоохранения США, принимает тестостерон не для компенсации недостатка, а как часть протокола против старения. Однако гормон не проходил клинических испытаний
в этом контексте, поэтому трудно сказать, приведет ли он к ожидаемым результатам, или же использование его таким образом может быть рискованным или вредным. Недостаток данных — не случайность. Медицинские исследования в значительной степени сосредоточены на лечении тяжелых заболеваний, а не на улучшении способностей уже здоровых людей. Регуляторы разработали системы оценки того, предотвращает ли препарат болезнь или облегчает ее течение, но они, как правило, плохо подходят для проверки, оказывает ли лечение положительное влияние на тех, кто и так чувствует себя хорошо. Поскольку такие улучшения считаются менее срочными, остается неясным, как следует соотносить риски и потенциальную пользу. Более того, природные вещества нельзя запатентовать, а значит, у фармацевтических компаний нет особого стимула вкладываться в их изучение. В результате люди вроде мистера Джонсона проводят исследования на себе. Он называет себя атлетом омоложения и тратит $2 миллиона в год на режим, которым управляет команда ученых. Каждое утро мистер Джонсон просыпается около 5 часов, принимает 100 таблеток, смесь биодобавок и рецептурных препаратов. Занимается спортом не менее часа и придерживается веганской диеты с контролем калорий. Он не ест после 11 утра и ложится спать в 9 вечера. Спит один ради лучшего отдыха. И это самая традиционная часть его экспериментов со здоровьем. Недавно он заявил, что заменил всю свою плазму, жидкую часть крови, раствором белка под названием альбумин. Он также получил переливание крови от своего сына, после того, как исследования на мышах показали возможный омолаживающий эффект. Его цель — минимизировать биологические признаки старения, хотя это непросто, поскольку научного консенсуса относительно этих признаков не существует. Например, он придает большое значение количеству и продолжительности ночных эрекций, метрике, которая не считается общепринятой. Ученые предположили, что полифармакология Джонсона, скорее всего, вредна, а его заявления о бессмертии назвали бредовыми. Без надлежащих клинических испытаний его методов невозможно вынести достоверное суждение. Именно поэтому мир совершенствования с интересом следит за исследованием, первым клиническим испытанием, направленным специально на борьбу со старением, которое было одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Данное исследование проверит, может ли метформин, препарат для лечения диабета, также продлевать человеческую жизнь. Поскольку проводить испытания в течение 80 лет непрактично, ученые будут отслеживать начало возрастных заболеваний, таких как рак и деменция, в более короткий срок, в качестве косвенного показателя долголетия. Со временем может начать принимать другие индикаторы старения как основу для новых испытаний. Еще одним типом терапии, продвигаемым сторонниками совершенствования, является генная терапия. Метод, при котором в организм вводится новый генетический материал, чтобы изменить его функционирование. Джордж Чорч, генетик из Гарвардского университета, утверждает, что человечество приближается к пределам физических и умственных достижений, которых можно добиться с помощью диеты и физических упражнений. Дальнейший прогресс, по его мнению, потребует применения передовых технологий, таких как редактирование генов. В любом случае, улучшения олимпийских рекордов в последние годы замедлились. Будь то результат физиологических ограничений или ужесточение антидопингового контроля, это замедление, как правило, играет на руку аргументам сторонников совершенствования. Существующие генные терапии, применяемые для достижения различных медицинских целей, например, стимуляции выработки эритроцитов у больных анемией или укрепления мышц у пациентов с мышечной атрофией, также представляют интерес для энтузиастов. Антидопинговые агентства обеспокоены тем, что спортсмены могут использовать такие методы, которые трудно выявить в соревновательном спорте. Доктор Джордж Чорч является соучредителем компании, которая занимается разработкой генной терапии для борьбы с возрастными заболеваниями. В его статьях, опубликованных в прошлом году, сообщалось о введении генов в организм мышей с целью заставить их вырабатывать белки, известные как факторы Яманаки,
которые побуждают клетки возвращаться к более молодому состоянию. Животные прожили значительно дольше обычного, а возрастные изменения в их ДНК уменьшились. Компания стремится воспроизвести этот эффект у людей. На сегодняшний день известна лишь одна генетическая модификация, в отличие от традиционной генной терапии, которая доступна широкой публике. Одна известная научно-исследовательская компания разработала метод введения новых генов в организм с помощью бактериальных ДНК-колец, называемых плазмидами. С помощью этой технологии она добилась того, чтобы организм начал вырабатывать больше фолистатина, гормона, который, среди прочего, стимулирует рост мышц. Как обычно, большая часть исследований проводилась на мышах. Мистер Джонсон, тот самый техномагнат, стремящийся к бессмертию, прошел курс терапии фолистатином от этой компании в прошлом году в клинике. Целью терапии, помимо увеличения мышечной массы, было замедление начала процессов старения и даже удлинение теломер, концов хромосом, которые могут служить индикатором долголетия. Третьим направлением терапии, продвигаемым сторонниками совершенствования, являются интерфейсы мозг-компьютер. Они способны считывать и анализировать сигналы мозга или передавать сигналы обратно. Это могут быть как внешние устройства, надеваемые на голову, так и инвазивные импланты, вживляемые непосредственно в мозг. Несмотря на новизну технологии, она уже позволила достичь удивительно сложных результатов. Ученые смогли расшифровать активность в области мозга, отвечающей за обработку визуальной информации, чтобы определить, какие изображения видит человек. И даже в некоторых случаях реконструировать эти изображения. Имплант, разработанный компанией Neuralink Илона Маска, позволил парализованному пациенту управлять компьютером силой мысли. По словам Маска, вскоре мозговые импланты смогут также позволить пациентам с ограниченными возможностями двигать искусственными конечностями. Neuralink также разрабатывает импланты для восстановления зрения у слепых, хотя клинические испытания на людях еще не начались. В долгосрочной перспективе Маск стремится не только преодолеть инвалидность, но и усилить умственные способности пациентов. Он надеется использовать технологию мозг-компьютер для подключения человеческого мозга к искусственному интеллекту, значительно расширяя возможности мышления и объем знаний. Инвесторы, похоже, с энтузиазмом относятся к этому направлению. Однако помимо лечения традиционных заболеваний, носимые разработки также предназначены для совершенствования. Некоторые устройства обещают помочь пользователям стать более спокойными, сосредоточенными и улучшить память. Одно из них утверждает, что способно повысить вашу продуктивность, усиливая бдительность. Есть надежда, что подобные интерфейсы смогут распознавать признаки усталости или отвлеченности и тем самым повышать эффективность труда. Наиболее активно подобные технологии развиваются в Китае, где проводятся многочисленные испытания с участием как обезьян, так и людей. Недавно китайские ученые заявили о создании первого в мире неинвазивного двустороннего интерфейса мозг-компьютер, позволяющего дрону и пилоту обмениваться сигналами. Правительство также выпустило ряд нормативных актов, ускоряющих внедрение таких разработок. Тем не менее, такие технологии вызывают множество этических и юридических вопросов. Если уровень их сложности достигнет определенной точки, обеспечение конфиденциальности и предотвращение скрытого контроля над сознанием станет крайне важной и трудной задачей. Регуляторы, естественно, будут осторожны. Но некоторые предприниматели надеются, что, по крайней мере, американские власти вскоре займут более либеральную позицию в отношении совершенствования человека в целом. Мистер Кеннеди, в конце концов, не боится идти против медицинского ортодоксального подхода и лично принял некоторые предполагаемые формы совершенствования. Ранее он жаловался, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США подавляет исследования в области терапии с использованием стволовых клеток. Он также настаивает на том, что американские власти понимают необходимость изменить нормативную базу в сфере разработки новых препаратов.
особенно тех, что нацелены на продление жизни, чтобы расширить возможности для совершенствования. Это, в свою очередь, стимулирует инвестиции в исследования и ускорит разработку новых методов терапии. Как бы ни вдохновляла перспектива совершенствования его сторонников, широкая общественность может быть настроена не столь восторженно. В исследовании, проведенном в 2018 году, подавляющее большинство пациентов одобрили методы лечения, способные восстановить нормальные физические функции у людей, утративших их, например, у слепых или парализованных. Однако лишь меньшинство поддержало идею разработки улучшений, выводящих человеческие способности за пределы обычного диапазона. Трудно сказать, отражает ли это лишь страх перед неизвестным, который исчезнет по мере того, как потенциал совершенствования станет очевиден, или же более глубокое беспокойство по поводу вмешательства в природу. Другие навязчивые технологии, например, мобильные телефоны, поначалу тоже вызывали скепсис, но впоследствии были почти повсеместно приняты благодаря очевидной пользе.